Фигура царя Ивана IV по прозвищу Грозный наполнена трепетом и аурой мрачного зла среди восточных славян. Чаша его грехов неимоверна. Он пролил реки крови своих подданных и не меньше чужих. Однако и приобрел для Московского царства весьма важные земли на востоке и юге, а также репутацию страны, опьяненной лютостью и опасной войне. Однако на западном фронтире земель Московии, а также в знойных чертогах крымских дворцов над Иваном Грозным откровенно насмехались. Более того, делали это публично, через грамоты и официальные донесения, что оказывалось настоящим плевком в репутацию царя, грезившего о мощной державе и спесиво называвшего английскую королеву простой девкой, а шведского коллегу худородным. Крымский хан из рода могучих гиреев во время очередного рейда на Москву дошел до ее посадов и, не видя ни армии грозного царя, ни его самого, сжег их вместе с городом, а к правителю направил гонца на поиски с депешей. Далее одни пишут, что Иван Грозный был брошен опричным войском и прятался едва ли не в стогу сена. Более приличная версия говорит о его срочном отбытии из города, где его и настиг татарский гонец, и сообщил, что Крым требует золота и дани больше обычного, и негоже слуге прятаться от очей господина. На что Грозный вышел к нему в одеждах нищего и вопил, что видишь ли ты, в какой я бедности живу, как можешь требовать еще больше, чем я отдал уже. На это гонец протянул русскому царю кинжал, намекая на решение этих проблем самостоятельно одним ударом. История некрасивая, но благо, что татарские источники не читались хорошо в мире, а через некоторое время очередной набег на Москву был встречен у Молодий, и там в битве с русскими крымские татары потеряли весь цвет своей армии и более уже никогда не восстанавливались. Это несколько сгладило позор ситуации. Иное дело было на Западе. Стефан Баторий, правитель польского царства, которое было на подъеме, имел некоторые планы по поводу Грозного и изначально предлагал якобы ему союз, чтобы вместе воевать с турками. Получив отказ и видя подготовку Московии к войне на Западе, он смело обрушился на Грозного, на его образ и попытки вывести свою историю из великих домов Римской империи и так получить высокий авторитет и притязания. Иронии и насмешки польского царя Стефана Батория над генеалогическими притязаниями Ивана Грозного содержались в официальной грамоте об объявлении войны, датированной 26 июня 1579 года. Главным объектом насмешек Батория стала московская легенда, согласно которой род Рюриковичей происходил от некого Прусса, брата римского императора Октавиана Августа. Баторий открыто издевался над этим и указывал на историческую недостоверность версии, отмечал и иронично называл невежеством московского царя в вопросах римской истории. Он подчеркивал, что у императора Августа не было ни братьев, ни потомства. Следовательно, вся конструкция о родстве с Рюриковичами является плодом вымысла. Баторий писал, что если имя Прусса и встречается в каких-то записях, то он описывается там исключительно как вымышленный брат Августа. И потребовал от русской стороны предъявить реальные документальные свидетельства существования Прусса. Король иронично замечал, что фигура Прусса совершенно неизвестна никаким авторитетным историческим документам, и его существование лишь плод возвышенной мысли московского царя, выходящей за рамки обычаев и вообще пристойности. Проще говоря, Баторий обвинил Грозного в придумывании себе героического предка, причем так примитивно, что это очевидно для окружающих. Баторий обвинял Грозного в том, что тот использует вымышленные титулы и родословную, чтобы оправдать свои посягательства на чужие государства и пролитие христианской крови. Насмехаясь над предками царя, Баторий одновременно ставил под сомнение право Ивана IV называть себя братом, европейским монархом и помазанником Божьим, обвиняя его в жестком тиранстве по отношению к собственным подданным. Грамота с издевательскими замечаниями о генеалогии царя была напечатана в Нюрнберге в виде брошюры, что сделало московские претензии предметом насмешек всей Европы. Это варвар, необразованный дикий тиран из дремучих земель на Востоке, который платит дань татарам и туркам, а претендует на высочайшие титулы Запада. Польские и литовские интеллектуалы, например, Гилеш Пригремировский, в своих диалогах и поэмах подчеркивали, что Иван Грозный, претендуя на мировое величие, на самом деле является тираном, подобным Нерону или Калигуле. Кроме того, владение Великой античной библиотекой московским царем оказывалось позорным, так как, имея доступ к прямым источникам, московиты столь необразованы, что не могут ей воспользоваться. При этом надо сказать, что русскими воинами Баторий восхищался, считая их смелыми и сильными, но вот с правителями им явно не повезло. И надо сказать, что как военный Баторий был на голову выше Грозного. Его армии крушили турок по всему югу, его реформы и призвания под знамена всех народов Европы сделала армию Батория сильнейшей. Фактически он был победителем в Ливонской войне, в то время как Ивана она погубила.
Баторий пишет Грозному: «Ты не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял и уничтожал. Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил. Ты не государь своему народу, а палач. Ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так, как над людьми». К своему письму Баторий прилагает книги, написав, что величайшая мудрость есть познание себя. «Прилагаю тебе книги, которые о тебе написаны по всему свету», а в конце прямо вызывает царя на дуэль. Разумеется, от нее Иоанн Васильевич отклонился, на что Баторий шлет ему еще одно письмо с более хлесткими обвинениями, напоминая о позоре бегства татар, неоднократно им битых. «Для чего ты к нам не прибыл с войсками своими? Для чего своих подданных не оборонил? И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орел двуглавый, ибо такова твоя печать, на знаменах рисуешь, а прячешься. Если не хочешь крови христианской проливать, — прибавляет Баторий, — так уговоримся о месте и часе, сядем на коней и сразимся между собой». Известно, что Иван Грозный отвечал на письма, обвинял Батория в нападках на христианство, потворство исламу и вообще на самозванство. Но дело так многословно и витиевато, что Баторий писал ему в ответ, что ответы начинаются едва ли не со времен Адама и Евы. Полемика пришла на поле боя. Здесь у многонациональной армии Батория был сильный перевес: тяжелая пехота, легкая польская кавалерия, пушки и прекрасная броня. Пали Полоцк и Сокол. А затем и целый ряд городов, недавно взятых русскими в современной Белоруссии. Грозный прекратил полемику. И более того, рекомендовал вести себя: если король не встает и не отвечает на поклон царя, не спросит о его здоровье, то все это оставлять без внимания, даже снести брани всякие обиды, а самим не задирать и невежливых слов королю не говорить. Фактически Грозный признал поражение. Он отдал все завоевания в Ливонии, Эстонии, Литве Баторию. Четверть века феноменально кровавой войны были зря. Конечно, сам Баторий далеко не ангел, а его армия славилась умением устроить резню и кровавую баню врагам. Однако собственный народ это не касалось, в отличие от правления Ивана Грозного, которого Грозного на Западе и не считали. Позорная страница истории России, из которой уже слова не выкинешь. Пишите в комментариях, знали ли вы об этой полемике, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.